Всем привет, 11 июня. Просили показать, что я делаю перед цветением. У меня куча видео, но не все, может быть, что-то находят. Ну, давайте такое бегло объясню, что я делаю вот на данном этапе. В обычные годы цветение уже происходит в этот период, но сейчас у нас идет опоздание. Ну, в принципе, в разных регионах по-разному. Ну вот, на данный момент у меня вот так выглядит мой виноград. Это уже я пробежался, подвязал. Вот эти еще не подвязаны. Видите, они так в разброс идут. Подвязка легко и просто делается. Либо вот таким топинером, либо веревочки, либо вот такими вот застежками. Они на Алиэкспресс продаются недорого относительно. Вот у меня эти застежки тут уже в принципе есть. Вот смотрите. Вот этот еще не достает. Кстати, листоверка работает, надо обрабатывать от вредителей, грызущих, сосущих, видите? Этот листик уже погиб. Короче, надо будет обработку сделать. Ладно, к обработке вернемся. Вот еще, видите, что происходит, что они творят. Там развернуть, там внутри личинки. Это потом надо будет на выброс все и сжечь, чтобы они не распространялись. Значит, где-то уже переросли проволоку, где-то не доросли. Я в процессе еще донормирую, слабые удаляю побеги, которые мне неудобные и ненужные. Разгущаю. Вот эти вот мелкие ошметки по-любому не надо. Рукава здесь должны быть все голые, ничего не должно здесь быть. Все полностью удаляем. Все должно формироваться только на проволоке, на нижней проволоке. И вот, например, здесь у меня густо. Убираю. Я уже нормировку провел, это донормирую. Поврежденные листья удаляю. Вечером у меня будет обработка. Вот это удаляю. Он вниз растет. Вообще непонятно куда ушел. Вот неудобный. Он мне не нужен. Если понадобилось, например, оставить его на побег следующего года, я бы его оставил. Мне он не надо. Я из этих буду формировать. Вот здесь чистенько, аккуратненько. Вот как нагнулось уже. Вот мы его сейчас прищепим. Вот так это все легко делается. Если будете брать, обязательно берите вот с такими пятачками. Они бывают без них, очень режут руки. Вот с такими вот шляпками, как от гвоздей. Вот с такими удобнее. Поэтому берите обязательно такие. Топинером можно. Топинер вот так работает. Ленту взял. И вот, например, мы его повредил. Очень хрупкая лоза, ничего страшного. Оно пойдет с другой точкой роста. Это я уже так для показа. Все держится. Возможно, я его удалю, посмотрю, потому что у меня здесь довольно загущение. Раз я его уже умудрился повредить, я его, может, даже и удалю. Вот слабенький побежик, он тоже не нужен. Вот побежики слабенькие, все удаляем это. Когда будете работать, по-любому будут какие-то обломки, повреждения, поэтому я всегда немножко недонормирую изначально, чтобы был запас по какой-то, ну, погрешность, чтобы была, чтобы я мог, если где-то что-то зацеплю, поломаю, ветром может поломаться в процессе, что угодно может быть. Это нормально, ничего страшного. Это не косяк, это не смертельно. Начал. Вот это молодой куст, видите, он уже довольно-таки длинный побег, но еще пока до проволоки нижней не достает. Ему надо помочь, потому что если это не сделать, его может ветром поломать, потому что они очень хрупкие. Вот берем льняную какую-нибудь веревочку и вот так ему немножко помогаем. Значит, вот так вот пополам ее сложили, вот так вот накручиваем ее. И вот так вот ее подвяжем. Все, и оно уже не поломает. Но это такая временная мера. Вот так вот сделали, потом обернули вокруг. И можно, в принципе, на узел, на бантик, смотря, если временное, то можно на узел. Ой, точнее, если временное на бантик, если постоянное, то на узел. Все, его уже так болтать не будет. Этот еще коротенький, этот, может, через неделю также подвяжу. Когда он дорастет до до первой проволоки, я его подвяжу, как и все, нормально. Либо вот такими проволочками, либо вот теми крепежами черными, либо топинером. Будем смотреть.
Вот этот молодняк у меня попер, но еще пока не дорос. Подвязывать здесь нечего. В общем, вот этот вот весь рядочек аккуратненько подвязываем. Либо такими вот проволочками, либо такими. И вот этот весь ряд, сейчас мы их подвяжем, он будет смотреться аккуратно, и его никаким ветром не поломает. А сейчас они могут повредиться. Хоть у нас много осадков выпало, но вот я приехал, земля суховатая. У меня вот здесь приямочки, я сделал поливочные трубы, я поубирал почти везде. Они бесполезны для меня, потому что кроты сильно роют, и вода уходит в никуда. Поэтому вот я вчера попроливал немножко. Потому что очень жарко, сейчас у нас плюс 30 градусов в среднем. Днем держится, поэтому буду периодически поливать. Если бы не было такой жары, в принципе, было все нормально. Так, кто не обрабатывал от антракноза, обрабатывайте. Вон, точки появляются. Лучше перестраховаться, не ждать этой болезни, потому что зараза редкостная. И вот эти грызущие, сосущие тоже не надо дожидаться, тоже обработайте профилактически. До цветения пока далековато, еще гроздочки у нас не рыхлые, поэтому я думаю, недели полторы, наверное, у нас есть. Это я видео снимаю так немножко заранее, чтобы был запас по времени, чтобы как бы все было вовремя. Вот оставляю все, что завязалось, у меня в основном по 2 гроздочки. Оставляю пока 2, потом буду нормировать. Еще какие сейчас работы надо провести, значит, посынкование. Значит, посынкуем мы всегда все, что выше грозди, мы оставляем 1-2 листика, точку роста удаляем. Все, что на уровне гроздей и ниже, мы пасынки полностью удаляем, они не нужны. Значит, все, что на уровне гроздей и ниже гроздей, мы пасынки полностью удаляем. Все, что выше гроздей, мы только оставляем 1 или 2 листика. Все. Вот, чтобы не сильно не заморачивать голову, вот просто запомните этот момент. Усы я всегда удаляю, потому что они обычно запутывают побег об побег. В общем, они мешают. Просто берем, выщипываем. Кто-то ножничками, кто-то ногтем. Ногтем не очень эстетично, потом пальцы зеленые будут. Смотрите сами, как вам удобно. Вот, посынкую, усы удаляю. И вот такие вот работы провожу. Тогда будет все аккуратно, ничего мешать не будет. Потому что эти усы, они могут вот так вот сплетать 2-3 побега. Может вообще его как угодно завернуть. И будет путаница. Я их удаляю и сам подвязываю так, как мне удобно. Ну и теперь самое главное, это по обработкам. Я рекомендую, в принципе, обрабатывать по классике. Это перед цветением Редомил Голд 25 грамм на 10 литров. Топаз 4 миллилитра. Я еще добавляю Кристаллон зеленый 20 грамм. Можно от гнили что-нибудь добавить, у кого что есть. И я буду вот использовать свич. У меня есть такой вот рассыпной. Вот Редомил Голд Топаз. Готов к труду и обороне. Единственное, что у меня еще пока цветение не планируется в ближайшую неделю. Это я уже так предварительно снимаю видео, потому что люди просили показать, чтобы были готовы все оружия. Раньше от гнили я в этот период никогда не обрабатывал, но заметил, вот бывает такое, что соцветие начинает усыхать. Я раньше не мог понять, что это было. Потом помониторил по интернету, по ютубу и понял, что это так себя проявляет на начальных стадиях гнили. Поэтому я в любом случае для профилактики вот в этот период буду добавлять в баковую смесь еще что-нибудь от гнили. Это обязательно. Это для меня. Тут уже смотрите сами. Для лучшего опыления можно в баковую смесь добавить 10 грамм борной кислоты и 5 грамм цинка. Это вот как раз перед цветением самое то будет, если есть какие-то проблемы с завязыванием ягод. Так что вот, народ, если что упустил, пишите вообще в комментариях, как у вас происходит процесс. У меня более-менее вроде бы все восстанавливается, все растет, все оживает. Пишите, как у вас происходит. Все, всем удачи, хороших урожаев, пока.